Друзья, я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня поработаем вот с такой вот бочкой и уже закупил нужных нам элементов из ПВХ трубы. Что получится, давайте посмотрим видео. Всем приятного просмотра. Поехали! Прикупил пластиковые ПВХ-шные трубы канализационные 110. Также два отвода. 50 300 мм, отвод 110, переход со 110 на 50. Две заглушки и на всякий случай обратный клапан. Сейчас будем работать вот с такой вот муфтой 110. Муфту зажал в тисках, взял 51-ю короночку по дереву и ей будем работать. Сейчас засверлюсь, сначала под прямым углом. Теперь надо максимально нагнуть и засверливаться. Друзья, ну как видите, получилось не совсем то, что я хотел. Мне это не понравилось. Отрезал я от отвода кусочек. На нем я уже путем так экспериментально нанес разметочку, чтобы у нас получилось вот таким вот образом, да. А теперь нормальный кусочек я выставил, обвел его по кругу. Сейчас при помощи УШМ я его просто обрежу. Единственное, конечно, пришлось пожертвовать 55 рублей. Испортил. Зато будете теперь вы знать. Теперь мы берем вот эту обрезанную часть, выставляем по трубе. Также маркером сейчас все это обведу. При помощи УШМ сделал пропил, буду использовать лобзик. Дальше была небольшая подгоночка при помощи напильника. В общем, подогнал, все получается четко. Теперь вооружился самодельным паяльником, делал я его там в предыдущих роликах. И сейчас немножко отпаяю, чтобы придать прочность. Конечно, герметичности не добьешься, но, конечно, если, может быть, подумать, поработать побольше, набить руку, то, я думаю, можно и герметичность сделать. Но мы здесь делаем больше для прочности. Друзья, в общем, при помощи паяльника я все запаял, но хотел еще схитрить, облить все это пластиком. Попробовал, в некоторых местах капнул пластик, он не отходит. Думаю, ну, значит, зашибись. Прошелся полностью расплавленным пластиком, то есть нагрел его, поджег и капал. И она, получается, почему-то отваливается, да, видимо, я не знаю физико-химических свойств пластика. Теперь мне придется все это подзачистить, ну и как раз подготовлю к следующей покраске, последующей. А эти места пройдусь термоклеем. Конечно, был бы герметик, было бы гораздо лучше. По кругу я зачистил, замонтировал. Пока оставляю в сторонку, беру теперь заглушку, ее тоже подзачистил, к последующей покраске, чтобы. И по центру сейчас сделаю короночкой сквозное отверстие. Беру теперь 10-ю трубу, она у меня 30-очка, вставляю и насаживаю здесь на хорошо, а тут дальше засунется очень плотно. Вот так вот. Насадил ее плотненько. И отрежу кусочек 190 миллиметров. Так, тем временем у меня нагрелся термопистолет. Сейчас буду заливать все это снутри. В общем, получилось пока это вот так вот. Теперь у нас в ход пойдет крышка от бочки. Здесь прям можно не метить ничего, здесь центр прям уже обозначен. Также просверливаем отверстие. Теперь беру заглушку полтинник и уже короночкой 33 диаметра делаю также отверстие. По итогу отверстие полностью расширил, чтобы не было никакого мостика. И напильником дорабатываю. В крышке сделаю отверстие на 20. У нас, в принципе, все готово. Начинаем сборочку. Была у меня такой ниппель, я его обрезал, немножко шлифанул, чтобы он не мешался резьбе. Сейчас немножко накручу фум-ленты. И теперь стрелочкой вниз накручиваем обратный клапан. Теперь беру космофен и по кругу наношу его. Беру заглушку и вставляю. И оставляю это сохнуть. Ставлю на место резиночки. Вставляю верхнюю часть.
Одеваем еще одну резинку. И берем переход, я его тоже уже замонтировал. И вставляем его. Все, эта конструкция готова. Осталось теперь только ее покрасить. Наша конструкция готова, высохла. Сначала я покрыл грунт эмалью для пластика, потом уже покрыл эмалью матовой. Теперь можно собрать. Одеваю нашу конструкцию на крышку. Вот так вот. Все, конструкция готова. Теперь устанавливаем на нашу бочечку. Закручиваем. Огонь. Сверху вставляем шланг от пылесоса. Хорошенько сел. Друзья, ну в общем нашу приспособу я поставил сюда. Сюда ставил шланг от пылесоса, от работающего, да? Сюда уже шланг другой, который будет насасывать. Теперь давайте попробуем, работает ли это. Не останавливая кадр, открываю. Видно, крупный камень собирает. Давайте посмотрим теперь в самом пылесосе. Что тут у нас? Да, конечно, сказать, что ничего не собирает, это обмануть. Мелкую-мелкую пыль все равно собирает сюда. Друзья, ну у нас с вами получился вот такой вот циклон. Всего лишь за копейки, там потрачено было совершенно, 150 рублей, наверное. Идея рабочая, но немножко стоит доработать, потому что все-таки мелкую пыль собирает в себя пылесос. Я не знаю, с чем это связано. Кто знает, обязательно пишите, что можно доделать, что модернизировать. Ну а так, идея рабочая и годная. То есть теперь большой объем можно собирать мусора и выносить разом. Не то, что я раньше там ведерочком этим маленьким собирал, и это было всегда проблематично. Вот. Вам огромное спасибо, кто смотрит меня, кто поддерживает. Кому понравился данный ролик, палец вверх. Обязательно прокомментируйте данное видео, что доделать, что модернизировать. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч.